Привет, друзья! Сегодня у меня очередная посылочка с AliExpress. Заказывал пресс-клещи для обжима НШВИ, клеем автомобильных. Сейчас распакую, посмотрим, подробно расскажу о данных пресс-клещах. Заказывал, как вы видите, у одного продавца. Поступает вот в такой обвертке. И запаковано вот в такой коробке. Запаковал довольно-таки так надежно продавец. Сейчас посмотрим, как оно запаковано внутри. Ну вот, первое, что я вижу, пресс-клещи. Это получается для обжима наконечников НШВИ. Обжим идет 0,25, если видно, до 6 мм сечения провода. Соответственно, обжимает он, получается, вот такие. Сейчас покажу. Вот такие вот наконечники, то, что я говорю, НШВИ. Как он обжимает, я подробно чуть-чуть попозже покажу на проводе. Дальше, как мы видим, лежит такая вот противоударная у нас упаковочка. Дальше мы видим пресс-клещи для обжима. Я заказывал именно вот эти, как правильно назвать, губки сменные. Я заказывал для обжима клей для автомобиля. Вот такого образца, соответственно, еще есть вот такого образца. Это получается обжимать оборванный провод, допустим, или нарастить провод. Это я тоже сейчас подробно покажу, как это делается. И, соответственно, эти губки у меня обжим позволяет сделать сечение от 0,5 до 2,5 сечение провода миллиметров. Ну, давайте дальше доставим, что у меня еще, получается, будет сейчас в коробке. Это, как они заявляют, многофункциональный инструмент для зачистки проводов, обрезки проводов и обжимки. Но не знаю, как-то здесь обжимка будет. Оно видно, не видно вам. То есть такой узенький обжим. Не знаю, это если под рукой, допустим, нет у вас вот таких обжимных, нету, допустим, под НШВИ. Соответственно, вы можете обжать на крайний случай этим инструментом. Но я рекомендовал бы все-таки вам купить вот эти два дополнительных. Соответственно, они предназначены каждый для своего обжима. И работать намного удобнее. Этим, допустим, вы обрезали провод, зачистили, этими обжали. Ну, давайте на примере провода, имеющегося у меня под рукой, я вам покажу, как это все работает, как это все устроено. Берем мы, регулируем, кстати, вот здесь регулируется длина, которую вам надо зачистить провода. Берем мы два провода, сечение провода, если я не ошибаюсь, это у меня двоечка. Ставим два провода. Так, здесь еще вот регулируется, кстати, степень, как его правильно, очистки, соответственно. И очищает он, получается, где тут сечение у него указано, от 0,2 до 6 мм сечением провода он очищает. Вот берем сразу два провода. Раз. Как вы видите, очень легко зачистилось. Идеально. При этом обрыва проводов, я не знаю, видно на камере, не видно, обрыва проводов просто нету. И теперь что мы можем использовать? Вот под НШВИ, допустим. Желательно, когда вы будете вправлять, это, кстати, у меня под двойные
Это можно сразу два так вот провода. Это я специально и заказывал по два провода, так как делал потолочную проводку, подключал светильники. И это именно используется для того, чтобы обжать сразу два провода. Вот я продел их. Желательно вот эти усики не закручивайте, оставляйте их так, как они вот есть. Вы зачистили, вдели, вдевается очень легко. За счет этой пластмасски она как бы направляет во втулку. И уже вот этими клещами для НШВИ вы просто обжимаете. Кстати, оговорюсь сразу, данные клещи я заказал под шестигранник обжим. Есть четырехгранником обжимают, я именно заказал под шестигранник. Здесь, конечно, усилие я не знаю, на какое стояло. Вот здесь есть регулировать, получается, степень обжима. То есть, соответственно, уменьшать и увеличивать объем по сечению провода. Я вот не регулировал ничего, сделал обжим. Как мы видим, обжим, можно сказать, такой равномерный получился под шестигранник. Я не знаю, передает эта камера, не передает. Очень красивый обжим. Также есть вот такие наконечники разных тоже диаметров на AliExpress. Они, получается, латунь. Если их зачистить, она луженая латунь. И, соответственно, вы можете подобрать подсечение провода. Я вот их заказывал для того, чтобы ждал инструмент, когда придет, собрать мне потолок. Соответственно, я их заказал под сечение данных двух проводов. Соответственно, есть под каждый провод диаметром вот эти НШВИшки на AliExpress, их куча. Двойные, одинарные. Ссылочки я вам также скину на них. В ближайшее время мне придет опять же распаковочка. И я вам покажу. Ну вот, допустим, мы этот обжали, да? Допустим, нам надо обжать одинарный. Сейчас мы также обрежу сразу. Как видите, режется очень легко. Обрежу сразу два провода. На примере, кстати, вот этого обрезанного провода я вам покажу, как соединить с помощью, нарастить, соединить обрезанный провод, допустим. Если вам не хватает длины, нарастить с помощью в автомобиле. Показываю теперь, опять же, ставлю два провода, как вы видите, простым движением. Так, что-то у нас пошло не так. Подрегулировать надо. Простым. Да. С прошлого завалилось. Не заметил, извиняюсь. Обрежем провода уже, потому что... Кстати, вот такой нюанс бывает. Надо смотреть, чтобы здесь не заваливалось ничто. И опять же, зачищаем простым движением, выкинули. Очень внимательны будьте. И теперь я покажу на примере этих пресс-клещей, как вам сделать автомобильную клейму. Берем сразу для удобства, вставляем автомобильную клейму. Внимательно смотрите, здесь как бы идет степень, есть такая ступенька. Соответственно, оно обжимает. Сейчас я вам попробую ближе показать. Соответственно, оно обжимает изначально вот эту, где идет провод, и потом более сильнее идет обжим уже вот этой крайней, где идет именно уже зачищенный провод. Для удобства, чтобы это все не держать в руке, я это делаю обычно вот так вот. Парочку щелчков. Вставляем наш провод. Вставили провод, смотрим, чтобы он здесь вышел не до конца. Я не знаю, это видно, не видно, сейчас темновато чуть-чуть. Вставляю до конца, стараюсь, чтобы здесь стоял у меня провод. Это, кстати, надо регулировать, заранее все смотреть. Также я не закручиваю вот так вот, не делаю. Я как зачистил, я аккуратненько вставляю провод. Вот, вставил, с этой стороны убедился, что он далеко не выходит. И обжал. Все.
наш провод обжат. То есть вам желательно внимательно, ну вот это расстояние, это я просто сейчас сделаю, не учитывая расстояние, обжал и все. Ну вот это, чтобы не было таких усиков здесь, это можно рассчитать расстояние с помощью зачистных, соответственно, выставить его больше-меньше, зачистить, и это будет все аккуратненько, будет сделано как по заводу. То есть, если какую-то вам автомобильную проводку что-то подключить, что-то заменить клейму, вообще идеально. Клеймы также с Алиэкспресс покупал, тоже латунь и луженая. Ну вот, зачистили мы наш провод. И, как я говорил на примере этого провода, который я заранее сделал двойную, я покажу, допустим, это у вас обрыв, или вы хотите нарастить с помощью вот этой клеймы, как это сделать. Заранее, как я говорил, регулируйте, смотрите, чтобы попадало. Если, допустим, у вас не попадает, вы по длине чуть-чуть больше вы зачистили, спокойненько подрезаем провод, укорачиваем, соответственно, сразу здесь ставим меньше размер. И что мы дальше делаем для удобства нашего, также, чтобы две руки были нормально работали, мы берем, сразу поджимаем с помощью вот механизма этого, которого я говорил, храповичок, делаем пару щелчков, вставляем наш провод, так же как клейму, вот до этого я делал автомобильную, вставляем наш провод, внимательно смотрим, чтобы он здесь не выходил за нужные пределы. И все, мы обжимаем дальше до конца. Получился у нас такой обжим. Допустим, если вы не дожали, можно повторный сделали дожим, дожали, все. Как вы видите, зажим получился идеальный. Не знаю, видно это, не видно на камеру. Зажим получился очень идеальный. Можно сказать, как по заводочке опрессовочка идет. И опять же, для нашего удобства, чтобы также обжать провод, мы опять же вставляем, делаем несколько щелчков. У нас все, руки свободные. Второй рукой спокойно вы вставляете, который провод нужен, в клейму. Почему я говорю, желательно не зачищать, не скручивайте провода, обжимайте так, как они зачищены. Опять же, чуть-чуть поджимаем. Все. Вот ваше соединение сделано. И я как бы считаю, что данное соединение будет намного надежнее, чем пайка. Почему? Вот вы пресс-клещами опрессовали. Смотрите. Я пытаюсь сейчас на разрыв потянуть. Как видите, тянул очень сильно. И разрыва никакого. Пайку, кстати, можно разорвать. Спокойно потянуть. И, ну, я, по крайней мере, разрывал пайку, которую делал. Соответственно, вы потом термотрубочку, изолентой. Ну, я же рекомендую вам термотрубку. Кстати, заказал тоже на Алиэкспресс. Должно в ближайшее время прийти. Обзор будет на эти вот НШВИ наконечники клеймы. На автомобильные клеймы придут с Алиэкспресс. Соответственно, на такие клеймы тоже придут, будет обзор. Скину все ссылочки на продавцов и покажу вам, где можно это купить дешевле, чем на вашем рынке. Также будет ссылочка на кэшбэк, как всегда, под видео, чтобы вы могли экономить ваши средства. На Алиэкспресс можно сэкономить. Я стараюсь подбирать продавцов от 4-5 до 10%. Соответственно, я вам скидываю на них ссылочки. Вы можете с помощью кэшбэка от EPM, бэки, правильно, если не называется, экономить. Ссылочки также будут под видео на кэшбэк. Ну вот, как бы я вам показал, видите, на разрыв не идет, соответственно, двойной тоже не вытягивается, клейма автомобильная тоже не вытянуть. И последнее, что я хочу показать, это, допустим, НШВИ. Вы также зачистили. И вам надо НШВИ сделать, допустим, одинарный. Вы зачистили, вставили. Ну, это двойной НШВИ идет.
Сечение, я сразу говорю, не соответствует, но я показываю просто само, что примерно представляет себя. Вы по сечению заказываете НШВИшки, соответственно, можете делать вот такое. Благодаря вот этим пресс-клещам под НШВИ автомобильные, еще раз говорю, губки эти сменные. Есть губки для разного выполнения функций, которые вы возложили, допустим, на работу, которую будете делать. Также я вам скину ссылочки и попытаюсь в видео сделать заставки именно на сменные эти губки. Все будет внизу, как всегда, в описании. Рекомендую к покупке, потому что показал на примере, сам у себя в автомобиле перепрессовал уже не одну клейму. В некоторых местах удлинил провод, где надобилось, где были обрывы. Очень все классно, под термотрубочку вообще идеально. Надеюсь, мое видео было для вас полезно. Рекомендую данные пресс-клещи. Получается многофункциональный, как они заявляют, инструмент. Я его использую только для зачистки проводов. К покупке, сами видели, его можно использовать для обрезки. Ну, также можно здесь, не знаю, как-то обжать это вот этими. Ну, честно рекомендую лучше лишних 5-6 долларов доплатить и купить тот инструмент, который необходим именно под ту работу. То есть это чистка, это клеймы НШВИ. Все идеально, все подходит. Потом собирайте любую схему, которую вам надо, электро. Провода делаете. Все очень идеально. Все, спасибо за просмотр. Всем пока.